Всем привет, с вами Дэн, и у нас тут не просто премьера, а у нас эксклюзив, потому что эти часы еще, по-моему, нигде на ютубе не обозревали, потому что это настолько редкая модель, которой уже даже нет на сайте Christopher Ward. Почему? Потому что лимитка всего по 150 штук, двух цветов, и все. И они были раскуплены в момент, и потом люди долгие месяцы ждали эти часы. И спасибо Алексею, который дал мне эту модельку на обзор и даже ее сам еще и не распаковывал. Так что давайте открывать, смотреть. Значит, здесь у нас тряпочка, это неинтересно. Здесь гарантийная карточка. Окей, хорошо, пусть будет. А здесь инструкция. И модель называется C63 SH21 Blue Marine. SH21 это мануфактурный механизм от Christopher Ward. А Blue Marine название этих часов. Ну, так вот красивенько, симпатичненько. И, пожалуйста, вот вам часы, вот вам характеристики. Значит, здесь это сертифицированный хронометр. Есть сертификат КОСК у него. 150 метров водозащита, да, минус 4 плюс 6 секунд в сутки у этого мануфактурного механизма от Christopher Ward. Так что вот так вот, да. И по механизму 33 камня, 150 штук, конкретно вот этой вот Blue Marine, голубая версия. Есть еще версия белая, ну тоже она 150 штук. В общем, часы раскупили сразу, так что они, в принципе, по большому счету в широкую продажу и не поступали. И вот они, эти красавчики. Давайте сейчас с вами вместе их и распакуем. Коробочку в сторону. Часы пока сюда. Хочу вам еще показать. Вот он тот самый сертификат КОС, который идет к каждым часам. И вот эти характеристики. Все проверяется, все максимально жестко. Christopher Ward – это мануфактура, которая даст прикурить, наверное, большинству швейцарских брендов. И сразу, знаете, хочу, наверное, рассказать про механизм, поскольку механизм – это основа этих часов, и он добавляет как раз им редкости и привлекательности. Значит, мануфактурный механизм Christopher Ward в 2014 году вышел, они его назвали SH21, и с тех пор было 12 разных версий этого механизма. Базовая версия – это трехстрелочник и с запасом 5 суток, 120 часов, причем, соответственно, есть версия с автоподзаводом, а есть версия без подзавода. Вот эта версия, как вы видите, да, с ротором, соответственно, здесь имеется автоподзавод, здесь сертификация КОСК идет. И, что интересно, в этой версии у нас, давайте сейчас немножечко подзаведем, послушаем звук. Вот, в этой версии два субциферблата, так что здесь все очень интересно и симпатично. Два субциферблата, значит, субциферблат у отметки 6 часов отвечает за малую секундную стрелку, потому что, как видите, здесь есть часовая стрелка, есть минутная стрелка, да. Дальше, естественно, здесь угадывается у отметки 9 часов индикация запаса хода от 0 до 5. И видите, я тут немножко покрутил, и уже у нас на одни сутки запас хода появился. Ну и аккуратная дата, окошко даты у отметки 3 часа. И знаете, я хоть и противник даты на циферблатах, но посмотрите, как они аккуратно ее вписали в циферблат. Очень красивое окошко такое, да, трапециевидное, с подложкой голубой под цвет циферблата. Вот так, ребяточки, нужно делать дату, чтобы она была красивой. А не надо нам делать всякие вот эти некрасивые обрубки, диск какой-то контрасты и всему подобное и прочее. Да. Здесь вот сделано шикарно и со вкусом. Давайте, значит, по характеристикам сразу уж пройдемся, а потом перейдем к часам и их идей. Значит, сталь 316L по корпусу и по браслету, водозащита 150 метров, как мы с вами уже разобрались. Что касается диаметра, то 41 миллиметр. В этих часах вполне себе такое, я бы сказал, для всех подойдет. Высота 13 миллиметров и 1/10. 22 миллиметра по браслету. Опять же, можно любой сторонний подбирать. Можно было даже на ремешке выбрать бы. Дополнительным Christopher Ward это позволяет, но в базе они именно на браслете, и, конечно же, надо брать на браслете. Ну и что касается от ушка до ушка, то 48,2 мм, поэтому максимально такие оптимальные часы. 150 метров водозащиты, как я уже сказал, механизм мануфактурный, 5
суток запас хода. Суперлюминова X1, которая на метках и стрелках у нас. Ну и сапфировое стекло спереди и сзади. Значит, что касается цены, то стоили они $1925 и либо 2000 евро. Ну, понятное дело, сейчас уже эти часы купить и невозможно. И невозможно, они только вот поставляют тем заказчикам, которые их приобрели давным-давно. Значит, мое запястье 18,5 в обхвате, ну и, собственно, вот что мы получаем. Да, мы получаем такую очень приятную, достаточно универсальную посадку на запястье. Ушки, как видите, короткие, сразу свешиваются вниз, поэтому на небольшое запястье будет окей, на среднее будет окей, ну и в принципе на крупное, я думаю, тоже не подойдут, потому что 41 мм вполне себе вот максимально универсально. Я бы сказал, что эти часы в принципе можно носить на каждый день. Да, вполне себе. Браслет, корпус универсальный, хорошая водозащита, отличная читаемость, они максимально универсальные и плюс невысокие. Про запас здесь есть сантиметра 4, и это очень даже приятный такой размерчик, дайте. Поэтому, как я уже говорил, даже на крупное запястье сядут. И для тех, кому мало, можно здесь вот такая есть фирменная, она немножко, кстати, уже доработана по сравнению с предыдущей, которая появилась где-то лет 5 назад. Такая вот здесь у нас кнопочка, мы ее немножко вниз оттягиваем, и можно еще до сантиметра отрегулировать браслет. То есть про запас аж целых 5 сантиметров. И что важно, здесь, несмотря на то, что есть и небольшие звенья, чтобы отрегулировать под себя, но здесь можно сделать прям микрорегулировку, поэтому эти часы будут максимально комфортные, ну, практически на любом запястье. Здесь вы сможете это поднастроить. Здорово. Здорово, конечно же, Крис сотоварищи, хотя Крис уже не в компании, по-моему, года 3 как назад. Но, в общем, продумывают они всегда по максимуму свои модели. Ну, давайте уже, опять же, да, о земном, что называется, о земном. И посмотрим, сколько по весу. На полном браслете 171 грамм. Они не самые легкие, понятное дело. Но для тех, кто любит такую приятную стальную тяжесть на запястье, ну, для таких, как я, это прям вот самое то. Ну, теперь, наверное, пора поговорить о том, что это за лимитка. Что это за лимитка? Значит, есть такая Blue Marine Foundation, организация, и совместно с этой организацией в защиту морских обитателей 5% от выручки от продажи этих часов идет на, значит, на финансирование этой организации, которая занимается защитой морских обитателей. Ну, это очень приятный и правильный подход. И 5% от 2000, в принципе, не так уж и плохо. И в честь этой организации, да, у нас такой вот красивый голубой бескрайний океан цвета морской волны на циферблате. Прям видны эти хорошо волны. И два, получается, субциферблата, которые так немножко отделены. Хотя они как бы, да, являются единым целым с этим вот бескрайним океаном. Но, как мне кажется, интересно, они здесь сделали дизайн, потому что получается вот эти вот два счетчика, да, секунда и, соответственно, индикация запаса хода, она как будто бы такие два островка, что ли, в океане, да, два маленьких острова, ну и вот у нас тут такой вот океан. Вообще, конечно, очень симпатично, очень приятно. И вот эти белые акценты, конечно же, длинные накладные метки с зеркальной полировкой. Потом посмотрим макро, конечно, оценим, но у Криса всегда шикарно отделка, особенно с учетом того, что цена у часов, слушайте, ну по сравнению с швейцарскими большими ребятами, ну просто детская, да. $2000, даже чуть дешевле, мануфактурка, 5 суток, суперлимитка, и за $2000, ну посмотрите, что в ритейле можно взять из Швейцарии, да, особо ничего. Вот, поэтому, конечно, здесь просто разрывает. Ну, как всегда, Кристофер Уорта, компания британская, да, которая производит часы в Швейцарии, стала уже давно мануфактурой со своим механизмом, со своим производством, фабрику уже выкупили. Вот, и всегда они по цене и качеству, конечно, просто разрывали всех их, поэтому многие швейцарские производители не любят, да, не любят. И редко, знаете, во всякие там рейтинги, там туда-сюда добавляют, но это было до того момента, как Бельканто завоевал Женевский приз малой стрелкой, и, в общем, все просто полегли. Но об этом в другом ролике,
Ну вот, значит, по идее мне нравится, как это сделано, как исполнено, мне нравятся эти меточки и такие яркие акценты. Знаете, что они мне напоминают? Когда вот смотришь в солнечный яркий день, когда солнце падает на волны океанские, да, или морские, неважно, и вот такое вот переблескивание наверху, вот на гребешках этих волн есть, и вот здесь тоже такое же ощущение есть. Конечно, может, камера это не передает, но, знаете, вживую, если вдруг удастся где-нибудь увидеть эти часы, конечно же, вы этот эффект сможете наблюдать. Ну, а мне, к счастью, посчастливилось это наблюдать. Кстати, достаточно крупная дата, здесь никакой циклоп не нужен. И это тоже вот такая характерная особенность у этого механизма. Кстати, стекло здесь достаточно такое выпуклое слегка, да, при этом плоское, но оно на миллиметр, может быть, даже полтора возвышается над корпусом. Корпус с таким мощным, таким пухленьким, я бы сказал, рантом, который немножко их визуально мощнее делает, да, мощнее делает. Я думаю, что, наверное, правильно, потому что вот и особенно с браслетом, и с не самыми тонкими ушками, это в совокупности смотрится симпатично. Ну, а по корпусу такой характерный для многих последних моделей Кристофера такая вот как бы трехобъемная структура идет, то есть рант, дальше идет тонкая центральная часть, а потом она уже переходит в заднюю крышку. В заднюю крышку. И много граней. Много граней. Посмотрите, зеркальная полировка снизу, зеркальная полировка по ребру, зеркальная полировка по ребру верхнему на ранте. То есть все это сочетается, все это перекликается и создает вот такой вот красивый, многообъемный и сложный корпус, на который, в общем-то, тоже денежки, что называется, идут, которые вы тратите на эти часы. Ну и заводная головка тоже симпатичная с логотипом Кристофера. Что касается браслета такого ойстер стиля, полностью сатинированный, чтобы на себя никакое внимание не перекликать, да, все идет внимание к циферблату. Ну и окей. И окей. Ну и классическая уже застежка здесь на фиксаторе. Единственное, что вот я заметил, немножко по-другому здесь сделана система быстрой подстройки браслета. На винтах у нас браслет идет. Задняя крышка прозрачная и хорошо. Здесь такой полностью, да, полностью занимает все пространство. Красивый мануфактурный механизм. Два огромных здесь барабана, потому что запас хода приличный. И такой скелетонированный ротор, ну как раз, чтобы всю эту красотулечку смотреть. Отделка здесь такая в техностиле, без лишних украшательств, но она красивая. Она красивая, знаете, сатинирование такое, все прям очень современно, очень симпатично смотрится. Душа радуется, знаете, когда вот на такие вещи смотришь. Опять же, это пятидневник, а не какой-нибудь скучный, унылый, однообразный, простой трехстрелочник. И система быстрой замены браслета здесь тоже присутствует. Ну, в общем, все, что мы хотим от современных часов, здесь есть. И опять же, повторюсь, наверное, если вам не надоело это слышать, за очень и очень небольшие деньги. Итак, значит, вот они наши два субциферблата. На разной высоте расположены. Малая секундная и красивые, смотрите, здесь и зеркальная полировочка на стрелках есть, они такие объемные, и люминофор там, и сатинирование, очень красиво. Такое, знаете, вот приятное ощущение звенящего качества в этих часах. Ну и сатинирование, зеркальная полировочка, смотрим ребра, как красиво сделано. Ой, какая красотулечка, ну просто блеск. Эти часы вот лично мне приятно смотреть как спереди, так и сзади, что бывает на самом деле редко. Что хочу сказать по итогам. Ну, конечно, я весь уже мед вылил на бочку меда на эти часы, и я бы сказал, что, знаете, вот здесь ложки дегтя я даже не нашел. Ну, собственно, придраться не к чему. Все гармонично, все красиво, характеристики, цена, качество, все класс, да. Конечно, многие скажут, а почему, дескать, да, так мало, по 150 штук, вот, да. Но, с другой стороны, если вы делаете лимитку, то, наверное, лимитка такая и должна быть, что вот ее вот хрен можно было купить. Когда некоторые производители делают там по 10 тысяч лимиток каждый месяц, ну, наверное, это уже не лимитка, а обычное производство. А вот здесь это такая вот настоящая полноценная лимитка, за которыми гоняются и которые, наверное, сейчас на вторичке будут уже по
возможно, будут по задранным ценам. Пишите, как вам эта модель, чего еще с Christopher Ward вам нравится, что еще, может быть, показать. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.